Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы дадим особые рекомендации, как же нужно вести себя перед поездкой. Независимо, это дальняя поездка у вас, дальняя дорога, или вы планируете куда-то отправиться. И дадим вам советы, как вы можете сделать так, чтобы ваша поездка, ваша дорога была удачной. Поэтому придерживайтесь обязательно этих правил и прослушайте это видео до конца. Вы знаете, у каждого человека, хотя мы можем знать иногда, например, когда мы едем с вами в путешествия, на какие-то мероприятия, но в любом случае любая поездка, даже если мы каждый раз в полгода путешествуем, ездим, летаем, нас вызывает волнение. Даже если это в пределах одной страны, не говоря уже о поездке за границу. Перед поездкой каждый из нас всегда присаживается на дорожку. Для чего? Как бы привлечь удачу, желая, чтобы в пути не было осложнений и все сложилось хорошо. И вот тут возникает очень такой важный вопрос: а что же нельзя делать перед поездкой? Как правило, все женщины, собираясь в дорогу, начинают приводить себя в порядок. Делают маникюр, моют голову. И считается, что волосы накапливают много энергии, а вода может ее смыть. И прибегать к таким процедурам перед дорогой нежелательно, потому что все это отпугнет от вас положительной энергии и станет причиной сглаза. Заняться собой желательно за день до отъезда или уже по приезду в вашу точку назначения. Желательно в день отъезда встать с постели с правой ноги, так как это будет сулить вам удачу, что будет необходимо вам в пути. Вы еще с детства слышали, наверное, о том, что возвращаться с половины дороги нельзя, так как это может сулить определенные неприятности. И эта народная примета проверена не одним поколением. Поэтому, чтобы не пришлось возвращаться, нужно тщательно готовиться к поездке, заблаговременно подготовить все необходимые документы, составить список нужных вещей. Все это вам поможет избежать неприятностей уже в самой дороге и сделать вашу поездку как комфортной, так удачной. Но если все же что-то забыли и эта вещь вам очень нужна, то, вернувшись домой за ней, обязательно посмотрите в зеркало, проговорив при этом следующие волшебные слова: «Неудачу за порогом оставляю, а удачу с собой в поездку приглашаю, чтобы мне во всем везло и удачно все прошло». Это защитит вас от негатива во время любой поездки. Выходя из дома, согласно учениям предков, ступайте через порог с правой ноги, так как правая нога связана с положительными энергиями. Переступив порог по правилам, вы будете уверены в том, что ваша поездка будет удачной и закончится благополучно. Убирать в доме или в квартире, мыть полы, стирать постельное белье, одежду – все это рекомендуется делать уже после того, как ваш близкий человек достиг места назначения. Разрешается мыть только посуду. Рекомендуется сделать уборку за день перед отъездом. Тогда вы будете спокойны, что ваша положительная энергетика с вами и поездка закончится удачно, без каких-либо приключений. А также, убирая дом в это время, когда вы собираетесь в дорогу, вы можете лишиться положительной энергии в доме. Неудачи достигнут вас по возвращению. Но самое страшное то, что исчезнут денежные потоки и может наступить финансовые трудности. Также перед поездкой никогда не шейте, не штопайте одежду, даже если вам нужно и пришить пуговичку. Нельзя вообще держать в руках иголку. Запомните это простое правило. Если у вас порвалась вещь, которая вам очень нравится, и вы хотели бы ее взять с собой, желательно все-таки заменить ее другой. Зашивая одежду, можно зашить вашу удачу, и неприятности будут сопутствовать вам в пути. Старайтесь не рассказывать о предстоящей поездке кому попало.
Не все вас окружающие могут с радостью воспринимать вашу поездку. Обязательно найдется хотя бы один человек из вашего окружения, который позавидует вам, что привлечет к вам негатив, а в результате этого к срыву планов и большим неудачам в дороге. Лучше, когда вы расскажете уже о своих впечатлениях, когда вы вернулись домой. Отправляясь в дорогу, положите в свою сумку небольшой флакончик с солью. Так вы возьмете с собой немного домашней энергии, которая поможет вам легче преодолеть долгий путь. А чтобы путешествие было удачным, можете взять с собой веточку мяты, чабреца или укропа в качестве оберега. Возьмите в дорогу как талисман красную нить, она притянет к вам удачу. Если, выходя из дома, вы встретите собаку, то поездка будет счастливой и удачной. Все, что вы задумали и спланировали, обязательно сбудется. Вы знаете, что стол является семейным оберегом. Он поддерживает связь с родным домом. Выходя из дома, подержитесь за угол стола. Это поможет удачно съездить и вернуться обратно домой. Правда, если закрытая дверь и у вас упали ключи, то стоит на это обратить внимание, так как эта народная примета предупреждает вас о том, что в дороге могут возникнуть, к сожалению, какие-либо непредвиденные проблемы. А вот выйдя за порог дома, идите не оглядываясь, так как оглядывание может послужить тому, что вы захотите вернуться в дом еще раз. А как следствие, опоздание на поезд или самолет. Это можно делать только тогда, когда дом ваш исчезнет из вашего поля зрения. В день отъезда и не стоит выносить из дома никакие вещи и одалживать деньги. Это нужно соблюдать в том случае, если ваш близкий человек отправился в дорогу. Нельзя перед отъездом ссориться со своими близкими и родными людьми. Иначе, вот именно таким поведением вы можете привлечь негатив в свой дом и распространять этот негатив не только на себя, но и тех членов семьи, с которыми вы живете. Потому что отрицательные эмоции притянут проблемы во время поездки уже в виде финансовых затруднений. А вот если вам предстоит лететь в самолете, то желательно под кресло положить монетку желтого цвета. Она поможет привлечь удачу в деньгах. Считается, что ваше благосостояние взлетит вместе с самолетом. А после того, как самолет приземлится, обязательно заберите эту монетку, и пусть она будет вашим талисманом вашей жизни. Вы знаете, если пошел дождь перед поездкой, это значит, что в пути вас ждет удача. Также, если идет и снег, ну такой, знаете, сильный, красивый, это также вам принесет удачу, и в вашей жизни действительно будет все хорошо. Также обращаем ваше внимание, что если в день вашей свадьбы идет дождь или идет снег, не огорчайтесь и не расстраивайтесь. Значит, таким образом природа, Вселенная, высшие силы, Вселенная благословляет вас на этот брак и на всю жизнь с этим человеком. Поэтому ни в коем случае никогда не расстраивайтесь. Также для дальней дороги вы можете сделать и мощную энергетическую защиту. Если не соблюдать перечисленные выше правила, вы, к сожалению, можете быть уязвимы в дороге, а придерживаясь вышесказанного, удача и благополучие всегда будет с вами. Отправляться в дорогу нужно только с хорошим настроением. Это залог удачной поездки. Вы должны понимать, что наши предки, говоря, передавая друг другу из поколения в поколение эти знания, они прошли через это. Сегодня, конечно, наша молодежь может сказать о том, что все это ерунда, это не имеет никаких под собой доказательств, это не аргументировано, что нам сказала бабушка или прабабушка. Но, вы знаете, наши предки очень были мудрыми людьми, и сейчас, когда иногда слышишь бабушка, которая говорит в общественном транспорте о том или оном, вы знаете, прямо хочется сидеть и записывать ту информацию, которую она говорит. Почему? Дело в том, что эти знания, к сожалению, теряются. Поэтому, если вам пожилой человек дает какое-то напутствие, дает какую-то очень важную для вас информацию, обязательно запишите, запомните и передайте своим близким, своим родным, потому что это знания, которые помогали нашим предкам выжить,
поменять свою жизнь, привлечь изобилие, богатство, благополучие. Возможно, они не умели читать, но считать и понимать, как жить вот именно в тех реалиях, они точно знали. Друзья, мы надеемся, что эта информация и эти советы, рекомендации были для вас полезны. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации.